Всем привет! Сегодня покажу вам еще один рецепт французского картофельного гарнира, который называется помакья. Как это называется по-русски, я вам не скажу, но это что-то наподобие картофельных зраз или картофельных оладьев. Кто желает большей информации, может проконсультироваться в Википедии. А мы начинаем. Полкило очищенного мучнистого картофеля, то есть картофелем богатым крахмалом, желательно, но если нет, то нет. Сразу заливаю кипятком, присаливаю, отправляю на плиту вариться. Раньше этот картофель готовили, запекали в печи, разрезали пополам и всю сердцевинку вынимали ложкой. Затем мякоть давили вилку и потом с этого мятого картофеля готовили картофельную массу с добавлением желтков, петрушки, бекона и в некоторых случаях с луком. Формировали и обжаривали в небольшом количестве масла. Мне для рецепта понадобится петрушка, которую я уже предварительно помыл. Листья оборву со стеблей и нарублю. Нарезаем или рубим, кто как пожелает. Ну и понадобится бекон. Он у меня с морозильника, то чтобы было проще его резать. На некрупные кубики. Буквально 50 грамм. Это всего 10% от массы картофеля. Добавляем немного растительного масла, потому что в масле бекон будет обжариваться лучше, он не будет гореть. Обжариваем до румяного цвета. Обжаренный бекон отправляем в сито с салфеткой, чтобы избавиться от лишнего жира. Да, и как я уже говорил, если кто-то желает добавить лучок, то можете его обжарить и точно так же добавить. Готово. Ну и занимаемся далее картофелем. С готового картофеля я воду слил и опять отправил его на плиту. Плита у меня стоит на минималке. И выпариваю лишнюю влагу с картофеля. Это в дальнейшем нужно для того, чтобы при обжарке картофель держал форму, чтобы он не развалился. Ну, все этого будет достаточно. Пропускаем картофель через пресс-пюре, если у вас имеется. Если нет, работаем с толкушкой. Если нет и толкушки, то обыкновенной стеклянной бутылкой. Картофель я варил недолго, чтобы крахмал у меня в нем максимально сохранился. Но если мало ли вы этот момент при варке упустили, то попозже, когда картофель немного подостынет, когда вы его уже растолкли, добавьте буквально 1 столовую ложку кукурузного крахмала и вмешайте в массу. Я уже добавил бекон, добавлю немного мускатного ореха, добавлю петрушку в теплый картофель. Не в горячий. Мы ведь хотим максимально сохранить зеленый цвет, да и желтки, чтобы у нас не сварились. И все тщательно перемешиваем. Да, если у вас картофель получился не такой тянущийся, то добавьте буквально 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Ну или на крайний случай муки. Так, ну теперь попробуем на соль. Еще немного соли буквально. Масса готова. И начинаю ее формировать. Так, ну присыплю рабочую поверхность немного кукурузным крахмалом. И формирую массу. Так, масса сформирована. Теперь отправляю ее в полиэтиленовую пленку. Можно, конечно, охладить ее так, как она есть в холодильнике. Но я хочу придать ей хорошую, красивую форму. Прокалываем зубочисткой, чтобы вышел лишний воздух. Ну и отправляю готовую массу в холодильник. Можно, конечно, отправить ее в морозильник, только тогда просто-напросто не забудьте про массу. Она должна полностью остыть, и затем мы ее нарежем на порции. Так, масса у меня подостыла, и я уже могу с ней работать. Так, ну и нарезаем вот на такие небольшие шайбы. Ну и укладываю на доску с кукурузным крахмалом. Сформированный картофель я переворачиваю на другую сторону, чтобы крахмал немного взялся и на другой стороне. Чуть-чуть буквально, чтобы картофель у нас не пригорал. Ну и отправляюсь к плите. Обжаривать его можно как на топленом масле, так и на растительном. У меня есть и то, и другое. Я просто сделаю смесь. Добавляем масла совсем немного.
Так, ну и начинаем обжаривать. Если масла совсем мало, немножко добавьте. И ни в коем случае не теребите вот так вот в сковородку. Вот я во время жарки немного добавлю сливочного масла, точнее топленого. Много масла добавлять нельзя, потому что тогда картофель может поплыть, то есть он потеряет консистенцию. Ну, готовый картофель перекладываю на тарелку. Все, картофель готов. Если вам это видео понравилось, достаточно будет, если вы улыбнетесь. А я на этом с вами прощаюсь и до новых видео.